Рада приветствовать всех любителей вязания. Знаете, вот для меня лично зимой нормально иметь одно-два пальто, пару курток и шубу. Но вот летом, весной как-то эмоционально сложно иметь 5-10 кофточек в своем гардеробе и весь теплый сезон ходить в одном и том же. Но проблема лета еще заключается в том, что летом так много всего хочется успеть, и побывать у моря, и съездить на дачу, на природе отдохнуть, и просто погулять по парку, что времени на вязание остается совсем мало. Но кофточку при этом хочется новую, да. Так вот, здесь мне на помощь приходит моя подборка простых в исполнении, но эффектных и элегантных, иногда кажущихся даже немного заморочливых узоров, но которые в исполнении очень легкие и простые. И вот одним из таких узоров я хочу поделиться с вами в этом видео. Узор этот я взяла из японского журнала. В исполнении он, повторюсь, настолько прост, что справится даже начинающий мастер. И под звуки аудиокниги за пару вечеров можно себе обновить гардероб новой кофточкой. Вот так этот узор выглядит, если вязать его снизу вверх. Здесь формируется легкая такая волна. Можно вязать изделие даже без манжета, будет очень красиво смотреться и ничего вот по низу не закручивается, несмотря на то, что здесь основа лицевая гладь. Но здесь также присутствуют изнаночные петли по лицевой стороне и ничего не закручивается. Но и на манжете будет смотреться очень эффектно. Мне, допустим, нравится, когда манжет связан вот такой или резинкой, или вообще вот этим узором полностью в шахматном порядке. Этот узор у меня видео есть на канале, сетка такая в виде манжета для летних вещей, тоже очень красиво выглядит это. Ссылочку на то видео я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Итак, вот так это все выглядит при вязании снизу вверх. Если же вязать от горловины, узор будет выглядеть точно так же. Вот так это все будет смотреться. Изнаночная сторона при этом очень гладкая, приятная к телу. Здесь идут выступающие вот эти лицевые петельки по изнанке, что более комфортно, нежели, к примеру, рисовый или жемчужный узор для меня лично. Но это все очень индивидуально и зависит от чувствительности кожи. Но на этом акцентирую внимание, потому что для меня, допустим, всегда очень важно, чтобы изнаночная сторона была достаточно гладкой и приятной к телу. Давайте рассмотрим схему. Как видите, здесь используются самые простые приемы вязания. Это убавление в виде двух вместе, накиды, лицевая, изнаночные петли и петля с обвитием. Раппорт данного узора 16 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Для провязывания образца вместе с вами я набрала 25 петель, 16 это петли узора, 7 петель симметрии и 2 кромочные петли. Эта же схема, которую я только что вам показывала, подходит и для вязания по кругу. Там вам не нужны ни петли симметрии, ни кромочные, естественно, вы просто вяжете раппорт с 1 по 16 петлю. Я же буду показывать этот узор, как вязать в поворотном вязании, чтобы это было все красиво и аккуратно. Давайте начнем. Первый ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 1, 2, 3 лицевые петельки, 2 изнаночные,
2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я для этого меняю расположение петель, чтобы первая дужка смотрела на меня. Вы смотрите на свое вязание, каким способом вяжете вы. И провязываю 2 вместе одной лицевой петлей вот таким образом. И еще раз провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, лицевая. Я закончила провязывать раппорт узора. Далее петли симметрии идут, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2, 3, 2 изнаночные и кромочная петля. Все четные ряды данного узора вяжутся по рисунку. Накиды также провязываются изнаночной петлей по изнаночной стороне. Поэтому в видео я показывать этого не буду. Третий ряд. Кромочная, 2 изнаночные. Далее идет обвитие вот этих 3 петель. Для этого я беру третью петлю и ее продеваю через 2 первые. Немножечко придерживаю, чтобы не сбросилась лишняя петелька, и спускаю ее вот таким образом. То есть у меня было 3 петли, стало 2. И я их провязываю следующим образом. Лицевая, накид, лицевая. Все, петля с обвитием готова. Далее идет 2 изнаночные. И сам узор 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. Еще раз 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, лицевая. Я закончила раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое вам нужно. При поворотном вязании ряд заканчиваете дорожкой симметрии. Тут уже не петля, а дорожка целая. 2 изнаночные, обвитие. Вот таким образом. Лицевая, накид, лицевая. И 2 изнаночные. Заканчиваю кромочной петлей. Пятый ряд. Кромочная, изнаночная, еще одна изнаночная, 3 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные и кромочная петля. Седьмой ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 3 петли с обвитием. Вот подняла, немножечко придержала петельки, перебросила и провязала как лицевая, накид, лицевая. У меня было 3 петли и стало 3 петли. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Следите, чтобы не было скрещенных петелек. 3 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора. И узор симметрии, потому что петля как-то у меня не получается сказать на эту дорожку. И провязываю как лицевая, накид, лицевая и 2 изнаночные. Заканчиваю ряд кромочной петлей. Это у меня лицевая скрещенная. Девятый ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 3 лицевые,
2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 3 лицевые, накид, 1 лицевая, накид и еще 1 лицевая. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные и кромочная. 11 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, обвитие, обвила петельки 2 и провязываю как лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. 3 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая. Я закончила вязать раппорт узора. Петли симметрии 2 изнаночные, 3 петли с обвитием, сбросила третью петлю через первые 2 и их соответственно провязала как лицевая, накид, лицевая. Далее 2 изнаночные и кромочная. В 13 ряду меняется вот это направление волны. И вяжется он следующим образом. Кромочная, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязала раппорт узора. Заканчиваю ряд петлями симметрии, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные и кромочная петля. 15 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 3 петли с обвитием. Вот таким образом я сбрасываю третью петлю, а оставшиеся 2 провязываю как лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночные, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязала раппорт узора. Петли симметрии 2 изнаночные, 3 петли с обвитием. Мне в эту сторону не очень удобно перебрасывать почему-то. Лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные и кромочная петля. Вот что у нас получается на данном этапе. Уже видно формирование волны и изгиб ее начинает уже быть виден. 17 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и далее 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязала раппорт узора. Заканчиваю ряд петлями симметрии. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные и кромочная петля. 19 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 3 петли вот эти с обвитием. Не спустить ничего лишнего. И провязывается как лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночные, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 3 лицевые.
2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это я закончила раппорт узора. Петли симметрии, 2 изнаночные, обвитие. Вот таким образом. Лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные и кромочная. 21 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила раппорт узора. Петли симметрии это 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные и кромочная петля. 23 последний лицевой ряд данного узора. Кромочная, 2 изнаночные, 3 петли с обвитием, вот таким образом, и провязываю 2 оставшиеся как лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила провязывать раппорт узора. Далее петли симметрии, 2 изнаночные, 3 петли с обвитием и провязываю оставшиеся как лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные и кромочная петля. Вот такой легкий, но совсем непростой, интересный узор у меня получился. Надеюсь, вы тоже что-то свяжете таким интересным и простым в исполнении узором и порадуете себя обновочкой. Всем легких петелек, красивых изделий и до встречи на канале!